Я работаю в компании, занимающейся поиском странных артефактов. Чтобы выжить, сотрудники должны соблюдать определенные правила. Автор истории – Arkwise H. Запись 4. Деревня Ненниовейк. Я думаю, что с компанией 7 что-то не так. Сначала Гейл Шард как будто стерли из реальности, затем Митчелл не появлялся на работе 2 дня, и вот, наконец, то, что я увидел. Гейл Шард, замешанную в ситуации с этим просветленным. Сегодня я просмотрел записи компании, чтобы найти больше информации о Митчелле. В файле просто написано «удалено», и для просмотра файлов требуется карта уровня 8. Я пытался найти дела, которыми он занимался, но, похоже, все они засекречены. Я спросил несколько человек, что случилось, и не заметили ли они странности. «Привет», — начинал я. «Ты не видел Митчелла Варрелуза где-нибудь?» «О, да, Митчелл», — отвечали они. «Он сказал мне, что...» И тогда они просто останавливались. У всех было такое пустое выражение лица, и их глаза на секунду темнели, а потом они просто уходили, как будто ничего не случилось. Я попытался расспросить их и после миссии, но результат был тем же. Затем я поискал дополнительную информацию, связанную с черепами. Она будет связана с моей сегодняшней миссией – расследованием странного культа, наблюдавшегося возле заброшенной деревни. Деревня называлась Ненниовейк. В начале 1900-х годов недалеко от Ненниовейка построили шахту. В пещерной системе шахты обнаружили кучу золота, кристаллов и что-то еще. Через месяц после открытия шахты группа исследователей обнаружила в пещерах тела. Они были покрыты каким-то коконом из черной тягучей слизи и подвешены к потолку вниз головой. Согласно журналам экспедиции, команда обнаружила внутри тел червеобразных существ. Позже, в тот же день, 3 человека из команды пропали без вести, а еще позже появились сообщения о каком-то существе, притворяющемся людьми. Существо с рисунка оказалось тем, что я видел в тот раз в детском саду. Кто-то явно хотел, чтобы я соединил кусочки пазла. Шансы на то, что я получу связанные между собой миссии, были невозможны. Я решил, что мне нужно выяснить, кто хотел, чтобы я знал об этом и почему. В той истории о системе пещер была еще одна вещь, которая показалась мне странной. Команда экспедиции прибыла в пещеры в 1915 году, и они пропали без вести на 10 лет. В 1925 году они вышли из пещеры, выглядят точно такими же, как в 1915. Когда выживших членов команды начали опрашивать журналисты, они ответили, что были в пещере всего неделю. Все были потрясены, и вход в пещеры был закрыт. В 1916 году странная группа под названием «Институт ангелов» выкупила земли пещер и построила комплекс зданий, в которых стало проживать общество исследователей. Местным жителям Ненниовейка не разрешалось входить в исследовательский комплекс, а исследователям Института ангелов не разрешалось разговаривать с гражданскими лицами. Общественность не знала, что исследовал Институт ангелов, а все, кто был связан с исследовательским комплексом, таинственным образом исчезли. Год спустя команда во главе с мэром Ненниовейка вошла в исследовательский комплекс, который к тому времени зарос странными растениями, никогда прежде не виданными. Вошли на территорию 6 человек, вышли только 2. По их мнению, внутри на них напало что-то сверхъестественное. По описанию я понял, что это было что-то похожее на существо, которое называлось просветленным. Однако у того, с кем они столкнулись, было множество глаз, и если верить сообщениям, все его тело было покрыто биолюминесцентными щупальцами. К счастью для меня, выжившие нашли исследовательскую работу. Страницы были мокрыми, а чернила размазались, но там был рисунок, который я смог разглядеть как следует. Рисунок из 6 разных черепов. Через год после того, как мэр украл бумаги, все жители деревни просто исчезли. Были сообщения о странных огнях, мерцающих в ночном небе на несколько дней до исчезновения, и, что еще более странно, в сообщениях было описание группы людей во главе с женщиной, что до жути напоминало Гейл Шард и людей, которых я видел вчера в лесу. В этом исчезновении была одна зацепка, которая показалась мне необычной. В центре деревни стоял большой монолит, и по свидетельствам очевидцев, он просто однажды возник там невероятным волшебным образом. Через день после исчезновения жителей деревни на монолите появилось предложение на неизвестном языке. Его не смогли перевести, но я прогнал фотографию символов через алгоритм компании 7 и обнаружил, что символы были ранее замечены где-то в другом месте. Этим местом была Патагония, недалеко от горы, внутри которой, по легендам, был подземный город. Легенда рассказывала о странной древней цивилизации с длинными конечностями, тонкими полупрозрачными телами
длинными шеями и заостренными головами. Их называли коукеукс. Я решил, что мне нужно разгадать эту тайну вне зависимости от инструкций странного информатора. Я выбрал миссию по исследованию деревни, и мне предстояло отправиться туда на самолете. Несколько часов спустя я уже прыгал из самолета с парашютом, чтобы приземлиться в деревню, так как она находилась высоко в горах, а дороги, ведущие туда, были разрушены из-за оползня. Воздух в деревне был свежим, и это была приятная смена окружающей обстановки. В помещениях компании 7 иногда бывает душно. Первое, что я заметил в деревне, было отсутствие чего-либо. Я вошел в первый дом, но внутри ничего не обнаружил. Это был просто дом с комнатами, но там не было ни кровати, ни игрушек и ничего другого. Как будто тот, кто там жил, исчез вместе со всеми своими вещами. Я проверил другие дома, и они были точно такими же. В воздухе также стоял странный запах. Когда я приблизился к центру деревни, стало очевидно, что он исходит от массивного черного монолита. Текстура монолита была точно такой же, как у черных ворот. Я попытался сделать несколько фотографий, но все они выходили искаженными. Однако позже, в тот же день, я отнес фотографии другу, чтобы улучшить их качество, и мы обнаружили кое-что странное. На монолите было небольшое отражение. Это был гуманоид, и он казался худым, бледным человеком в фетровой шляпе. Я закончил исследовать деревню, в которой не было и намека на причину исчезновения ее жителей, и направился к исследовательскому комплексу. Я вошел в самое большое и высокое здание. Как только я вошел, то увидел, что он был покрыт странным синим мхом, который, казалось, светился в темноте. Розовые и желтые виноградные лозы раскинулись по всему помещению, делая его больше похожим на болото, чем на лабораторию. Я нашел карту, и она указала мне, что на самом верхнем этаже находится запретная зона. Я рассудил, что именно там я смогу найти ключи к разгадке, и поэтому немедленно отправился туда. Как только я дошел до верхнего этажа, я столкнулся с целыми рядами контейнеров, наполненных мутной черной жидкостью. Больше всего меня потрясло то, что внутри каждого контейнера было то существо, с которым я столкнулся на второй миссии. Странное существо с головой венериной мухоловки. Ряды, казалось, были выстроены по циклам развития этого существа. В самых дальних от меня контейнерах были маленькие, похожие на кальмаров паразиты. Существо в следующем контейнере было похоже на осьминога с маленьким телом и длинными щупальцами. В третьем контейнере монстр был больше похож на то, с чем я сталкивался раньше, но он был меньше и смахивал на змею. Последний был точно таким, как и тот, что из детского сада, и вблизи он выглядел устрашающе. Программа клонирования «Путь тени». Пробормотал я, читая название документа, который нашел на полу. Остальная часть документа была нечитабельной из-за того, что он был весь мокрый. Я нашел письмо, прикрепленное к стене, и прочитал его. В нашем последнем отчете говорилось в нем. Мы упомянули, что истоки Пути Тени находились в пещерной системе недалеко от деревни Нэнниовейк. Эти пещеры влияют на время, искажают его. Мы привезли туда часы, и они замедлились. Сначала мы думали, что пещеры вызывали какое-то магнитное воздействие на наше устройство, но когда мы привезли туда мышей, мы обнаружили, что их старение, казалось, замедлилось, но они оставались совершенно здоровыми. Несколько дней назад мы послали туда обезьяну. Когда она вышла из пещеры, то уже была старше на 5 лет. Внутри обезьяны мы обнаружили паразита, первую стадию того, что мы теперь называем путем тени. На данный момент это все. Рядом было еще одно письмо, я также прочел его. Мы с гордостью сообщаем, что разработали костюмы, которые устойчивы к воздействию пещеры. Внутри был обнаружен странный храм. Мы послали туда археологическую группу, и они обнаружили фрески, изображающие каких-то древних существ. Институт ангелов считает, что это может иметь какое-то отношение к людям Коукеукс. Кроме того, мы обнаружили в пещере 3 странных черепа, и они, казалось, были связаны с тем уникальным кристаллом, найденным в пещерах. Мы отправляем эти черепа обратно на базу. Я лично предлагаю разделить эти черепа, потому что если то, что изображено на фресках внутри храма, верно, всего в храме 6 черепов, и если соединить их вместе, это вызовет что-то страшное. Я уже собирался прочитать следующее письмо, когда краем глаза увидел группу людей, идущих в деревню. В бинокль я заметил Гейл Шарт и тех же самых людей. Они подошли к монолиту, и я увидел, как Гейл Шарт подняла к нему череп. Он был глубокого синего оттенка и покрыт чем-то вроде костяных щупалец.
Затем из монолита что-то вышло. Тонкий, полупрозрачный гуманоид с удлиненной шеей и головой. Существо, называемое просветленным. Он был с головы до ног покрыт щупальцами, и с него капала вода. Он повернул голову, затем указал на меня длинным мокрым пальцем. Позади меня что-то сломалось. Звук расплескавшейся воды, звук чего-то пробуждающегося и голодное шипение. Я обернулся и увидел, как самый большой из путей тени вылезает из своего контейнера. Его крючковатые щупальца хватались за края контейнера, а его голова-мухоловка открылась, обнажая ряды острых, как кинжалы, зубов. Киран Грей. Продолжение следует.